Здравствуйте! Канал Masters of Body приветствует вас снова. И сегодня мы представляем вашему вниманию третий выпуск, посвященный самым лучшим, самым эффективным летним суперсетам. Поехали! И первый сегодняшний суперсет, конечно же, опять начинаем с поясничного отдела. Первое упражнение сета – экстензии на полу. Делаем их следующим образом. Первое повторение синхронное, второе диагональное, третье диагональное. И так продолжаем по кругу. Для чего это надо? Во-первых, ваши мышцы за предыдущий тренировочный период привыкли к работе с отягощениями. В этом упражнении амплитуда более щадящая, гораздо более щадящая. Вы работаете собственным весом. Здесь добавляется статическое напряжение. И благодаря таким диагональным напряжениям, вот сейчас я вам покажу, смотрите, включается нога полностью, ягодичная. И вы приобщаете организм к функциональным нагрузкам в быту и в жизни, что в дальнейшем поможет вам избежать ненужных травм в быту. И также будет полезным для дальнейшего блока силовых тренировок, например, который вы начнете после периода реабилитации. Выполняем какое-то четное количество раз, то есть этих троек можно сделать 3, 5, 6, сколько вам угодно. И переходим к следующему упражнению. Начав прорабатывать спину собственным весом, естественно, добавляем грузоблочный тренажер. Сегодня этот тренажер заменит вам штанги, гири, гантели. И выполним тягу с нижним блоком. Амплитудку даем максимальную, но это не простой наклон, а вы максимально уводите таз назад. В этом положении ягодичная включается в работу, а верхние точки максимально разводим лопаточки и задействуем, так сказать, верхний массив спины. Чем хорош этот блок? Во-первых, другая нагрузка. Вас тянет не вниз, а вперед. Верхние точки у вас постоянно, задержись, сохраняется натяжение по вектору приложения силы, то есть благодаря тросику, и вы не расслабляетесь. Хотя сам вес общий, он не так тяжел, в отличие от свободных весов. То есть для поясничного отдела работа более щадящая, но тем не менее мышцы спины, как ваши столбы разгибатели, так верхний массив, также и задняя поверхность бедра и ягодичная, это все находится в работе, как я уже сказал, в щадящем режиме, дополняя предыдущее упражнение. И выполнив также 10-15 повторений, переходим к третьему упражнению этого суперсета. И третье упражнение этого суперсета будет обычная гиперэкстензия. Для чего? Во-первых, теперь уже отдыхают руки. Собственный вес и плюс, благодаря тому, что работаете собственным весом, можно сделать максимально возможную удобную амплитуду и, соответственно, хорошенечко продышаться, отдышаться. Лежа на полу дыхание было немного затруднено, работая с отягощениями, тоже сильно не расслабишься. А теперь поясничный отдел продолжает работать, он и напряжен, и, так сказать, добавляем деталик, задняя поверхность бедра продолжает напрягаться, но руки при этом отдыхают, и вы хорошо дышите. 10-15 повторений. И можно переходить к следующему суперсету. А следующий суперсет мы начнем, можно сказать, с функционального упражнения. Это будут отжимания, но это будут отжимания в петлях TRX. Мы сегодня взяли эти петли, немножко подняли повыше, чтобы был не самый сложный вариант. К слову, если хотите сделать сложнее, опускайте петли пониже, тогда веревка будет больше. В чем плюс? Опять же, большое задействие количества стабилизаторов. Также работает весь торс. Упражнение очень непростое, но мы уверены, что вы, проделав большую работу с железом, с отягощениями, сможете добавить этот функциональный элемент в свою тренировку. Если же сильно тяжело, Андрюха, остановись, можно сюда браться не руками, а вставлять ноги и отжиматься от пола. Тогда прессу будет тяжелее, но руки будут меньше дрожать. Немножко по-другому будут работать стабилизаторы, больше будет нагрузка на торс, но вы сможете непосредственно на жиме сконцентрироваться гораздо больше. Также выполняем. Да, если самому это тяжело, тогда попросите, чтобы вам кто-нибудь придержал эти петли. Можно опустить их пониже. Если в случае с отжиманиями, чем выше петли, тем легче, то в случае с таким обратным видом отжиманий,
Чем ниже петли, тем легче. Сейчас Андрею достаточно тяжело, больше подключается плечевой пояс, но пресс, ноги, то есть вы спалите огромное количество калорий, что и требуется большинству наших слушателей именно в летнее время года. Также выполняем от 8 до 12 повторений, кто сколько сможет, и переходим к следующему упражнению. Итак, проработав в предыдущем упражнении грудные, плечевой отдел, естественно трицепсы, включив весь торс в работу, теперь надо дать немножко спине, пояснице отдохнуть и продолжить бомбить грудные. И для этого мы выбрали упражнение жим гантелей под углом 30 градусов. Выводим вверх, поясничка отдыхает, голова после таких напряжений тоже, находясь немножко в вертикальном положении, отдыхает. А грудь продолжает верхняя средняя частью хорошенечко прорабатываться. Упражнение всем известное, понятное. И в данный момент после TRX, возможно, даже кому-то покажется легким. Вес подбираем соответствующий. Выполняем от 8 до 15 повторений, смотря у кого какой уровень, мальчик, девочка и так далее. Выполнив эти заданные 10, 12, 8 повторений, перейдем к следующему, опять же функциональному упражнению. Итак, после жима гантелей под углом 30 градусов ваша спина немного отдохнула, вы немного восстановили дыхание. И теперь мы решили добавить еще один небольшой функциональный момент в вашу тренировку. И для этого мы используем ролик. Благодаря этому функциональному упражнению опять включится весь ваш торс. В определенной части амплитуды, вот когда у вас ролик проходит сверху вниз, также продолжают напрягаться грудные мышцы, живот само собой, спина само собой. И мы приступили к прокачке, к разогреву, к подключению широчайших мышц спины, которые нам понадобятся в следующем блоке упражнений. Обязательно в этом упражнении ни в коем случае нельзя задерживать дыхание. Нельзя, иначе это может вызвать скачок давления. Поэтому глубокий вдох и мощный хороший выдох. В верхней точке не расслабляемся, опять же тянемся. Обратите внимание на широчайшие, грудные тоже. Возможно, Дима сейчас спереди покажет, как это выглядит. В определенном диапазоне вашей амплитуды. Вот в этот момент включились грудные. Трицепсы само собой. В общем, все тело задействовано, внутри пожар. Следующий суперсет мы начнем снова с функционального упражнения. У нас было отжимание в TRX, а теперь будет подтягивание в петлях TRX. Почему именно петли TRX? Во-первых, самое главное, в этот момент, вот Андрей показывает, мы можем позволить себе хорошенечко растянуть поясничный отдел. В отличие от других техник, которые вы можете видеть, вот тянем крестовый поясничный отдел. После всех предыдущих компрессионных нагрузок это вам будет очень полезно. Теперь обратите внимание на амплитуду, которую мы даем спине. От самого низа широчайшей до верха грудного отдела и задних дельт. Это очень крутая амплитуда. Выполнив от 10 до 12, до 15 повторений, вы убиваете двух зайцев. И разгружаете поясничный отдел, и практически всю спину включаете в работу, которая была у вас перед этим разогрета с помощью ролика на коврике. Дальше. После выполненных отжиманий в петлях TRX, когда мы сильно утомили пресс. После упражнения с роликом на полу мы сильно утомили пресс. И вот в этом суперсете мы решили все-таки опять уделить внимание прессу.
В предыдущем упражнении Андрей хорошенечко нагрузил спину. Это очень мощно было. И теперь спина нуждается в небольшом отдыхе. Но мы не будем делать этот отдых пассивным, мы сделаем его активным. И подключаем снова пресс. Причем это силовое упражнение. Выполним скручивание на блоке в кроссовере. Занял удобное положение. И даем проработку мышцам брюшного пресса. Значит так. Внизу локти тянутся к коленям. Упражнение непростое. Спина максимально округляется, как у кошки. И вверху пытаемся растянуть по максимуму брюшную полость. Округлили, растянули. Округлили, растянули. Таз по возможности на месте находится. Работает пресс. Руки и голова это одно целое. Ни в коем случае не допускайте того, чтобы руки уходили вверх. Тогда у вас опять начнут работать широчайшие. А это у нас для этого есть другие упражнения. Выполняем от 10 до 15 повторений и переходим к следующему упражнению. А для тех, кто считает, что тренажерным залом невозможно сушиться, что нужно только бегать много или прыгать много, или еще чем-то заниматься, вот посмотрите на нашего мальчика. Он очень мокрый, потому что те связки, которые мы вам даем, они не совсем свойственны для простого качка. И поверьте, аэробный эффект будет не меньше, а даже больше, чем от любой дорожки. Гляньте на его мокрую майку. Он спалил столько калорий, что вам обеспечит гарантированный стопроцентный результат. Сожжете все, что надо, и все, что не надо. Плюс будет хорошая выносливость. И третье упражнение этого суперсета дает отдохнуть предварительно утомленному и прессу, и мышцам спины, но продолжает подключаться. Поехали. Делаем мах назад, задняя дельта, верхний массив. Подъемы в сторону, средняя дельта. И подъемы перед собой, передний и средний пучок. Благодаря такому разнообразию вам обеспечена детализация дельтовидных мышц. Вот в данный момент, обратите внимание, продолжает участвовать спина. Вот. И тут что интересно в этих комбинациях, вам никуда не надо ничего разворачивать. У вас кисть все время находится в одном положении. То есть она просто меняет траекторию. Либо назад, либо в сторону, либо вперед. Также вес получается очень небольшой. По принципу эклектики. Вы наливаете максимально весь массив. Раз, два, три. Делаем не спеша. Это может быть 3 круга, 4, 5. Сколько позволят ваше желание и сила воли. И после этого как раз перейдем к проработке дельтовидных мышц. Следующее упражнение, следующий суперсет продолжит нагружать ваши дельтовидные мышцы. Но нам же мы не ищем легких путей, поэтому, подключая переднюю дельту, мы задействуем ноги. И сделаем упражнение жим гантелей. Будем делать его с полуприседа. И раз, опустились. И 2, опустились. 3, опустились. Каждая рука, как мы любим, работает независимо одна от другой, поэтому задействуется максимальное количество стабилизаторов. При таком седе у вас хорошенечко подключается поясничный отдел. Подключая все эти детали, вам будет очень жарко, и вы будете продолжать худеть. Вес принимаем на полусогнутые ноги, дабы избежать ненужного напряжения в поясничном отделе. Пружиним постоянно. Вытолкнули, прижали. Выжали, прижали. И таких 10-12 повторений могут выполнять это упражнение, естественно, и мужчины, и женщины. Всем полезно. Следующее упражнение немножко поспокойнее. После того, как вы хорошенько утомились с гантелями и с приседом, продолжаем детально бомбить ваши дельты. Выполняем поочередно подъемы перед собой. В сторону. 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Как и в ранних сетах, был у нас похожий, который мы показывали, мы сочетаем динамику с небольшим весом, который является щадящим для плечевых суставов, и статику. Покуда опускаем одну гантель, вторая находится в статическом напряжении. Подъем ждет, подъем. Опустили, опустили. Передняя, средняя. Сработало. Просто средняя, 2, сработало. Выполняя такую комбинацию,
вам еще, так сказать, предстоит запустить у вас спортивный интеллект. То есть это движение требует определенной синхронности, баланса между вашим мозгом и вашей мышечной системой. Поэтому сосредоточились, не спеша, податливый вес. 4. И оттачиваем ваши красивые плечи, налито со всеми положено деталями. Раз, два, три, 4. Таких связок также выполняйте какое-то четное количество. Раз, два, три, 4. Это 1. Это может быть 3, 4, 5 кругов. Как получится. Все это вместе доведет ваши плечи до совершенства. Мастер мой пощадил. И, конечно же, один из самых тяжелых суперсетов, который коснется ваших ног. Сегодня для этого мы решили показать вам вариант со штангой, вариант с гирей, и это будут выпады или приседания из стороны в сторону. Почему именно эта техника? В предыдущих мы вам показывали различные другие. Именно в таком варианте хорошо детализируется наружная часть бедра и ягодичная мышца. Хотите, девчонки, мальчишки, неважно, красивую подтянутую ягодичную мышцу, которая снаружи будет детализирована, которая, возможно, просечется, прорежется, это именно для вас. В чем разница между штангой и гирей? Сейчас Андрей положил штангу, естественно, на плечи, и вы испытываете нагрузку на весь позвоночный столб. Точка приложения силы максимально высокая, поэтому включается все. Спина, бедро, брюшная полость, все. Больше потратится колораж, тяжелее для ног, тяжелее для всего тяжелее. Но не для всех это надо, поэтому есть второй вариант, который будет более легок. Другой вариант, можно взять гирю, либо гантель, либо блинчик и держать ее, так сказать, внизу. Нагрузка на позвоночный столб гораздо меньше. Да, колораж меньше, но не всем девчонкам, например, нужна большая нагрузка как на спину, так и на квадрицепс, а ягодичная продолжит работать. Если вы хотите увеличить нагрузку на ягодичную, Андрей, остановись, подайте ее изначально назад больше, и спина отключается, работает только бедро. Коленку направляем вперед, выцеливаем тазобедренным суставом, спина не включается. То есть, хотите больше, амплитуду больше работы, спину выровняли, оп, и больше подключается опять бедро вместе с ягодичной. То есть все зависит от вашего желания, от вашей цели. То есть меньше нагрузка на ноги, наклон больше. Выцелили ягодичную, все, спина не участвует, меньше задействуется мышечных волокон. Или, как мы перед этим показали, наоборот. Поработали со свободным весом, теперь продолжаем подгружать ваши рабочие зоны, то есть ягодичную бедро, но уже в грузоблочном тренажере. Опять же, меняется вектор нагрузки, теперь она у вас не сверху вниз действует, а спереди как бы назад вас вытягивает, поэтому у вас будет немного другое сопротивление. Опять же, это работа более щадящая для позвоночника, но продолжает хорошо полировать, детализировать ваши и бедра, и ягодичные. Принцип почти тот же. Хотите больше ягодичную? Андрей сейчас покажет. Отставляем таз больше назад и работаем. Стоп. Обратите внимание на больший изгиб, больший угол в ягодичной мышце. Оп, включились. Еще разочек. Оп, растянули больше, включили. Или же нейтральный вариант. Выровняли спинку, прогибчик и аккуратненько, медленно выцеливаем. Также выполняем четное количество на каждую ногу по 6, по 8, либо по 10 раз. И после этого переходим к следующему упражнению. Ягодичную, конечно, проработали, но квадрицепс полностью игнорировать, как бы некоторым не хотелось его качать девчонкам, это все равно очень энергозатратная мышца, и поэтому в этой тренировке мы просто будем делать ему сепарацию, детализацию. Для этого используем практически собственный вес и будем делать вышагивание на тумбу, как сейчас вам покажет Андрей. Моменты главное. Каждая нога становится, пяточка не свисает. То есть ошибка, когда у вас полстопы, покажи, как не нужно, Андрей. Вот. Это может подвернуть голеностоп, вы можете соскочить, соскользнуть, особенно в конце тренировки, после предыдущих двух тяжелых упражнений на ноги, вы можете сильно устать. Теперь, второй момент. Раз, покажи следующую ногу, чтобы было понятнее. Вторая нога у нас остается сзади, и она не просто остается, она натянута, включена ягодичная, то есть вы не просто расслабляетесь.
Таким образом, находясь на одной ноге, у вас постоянно, видите, небольшой мандраж, задействуются стабилизаторы. То есть это позволяет действительно сделать квадрицепс более качественным, более прорисованным. Продолжаем. Раз. Вышли вверх, выровнялись, опустились. Если же вы будете приставлять ногу, вы будете в этот момент просто отдыхать. И это КПД такого упражнения будет очень невысоким, малоэффективным. Если же в вашем зале нет подобной тумбы, можете взять обычную скамью. Наверняка есть в каждом зале, но мы, как всегда, за спортзальный этикет, поэтому не стоит вашей обувью наступать на скамейку. Можете как минимум положить блинчик, это может быть коврик, любая другая, уважайте других тренирующихся, поэтому вам не трудно, а людям приятно. После себя протереть, обычная скамейка, делаем такие же вышагивания. В таком упражнении отлично прорабатывается квадрицепс, он не вырастет у вас, он будет просто более рельефный, нога будет подтянута, останься. Ягодичная мышца продолжает включаться в работу после предыдущих упражнений, что также добавит вам качество. И все вот эти вот вместе совокупности, эти все факторы, Андрей опять мокрый, продолжат ваш жиросжигательный процесс. Все, отдыхаем. И это даст вам желаемый результат. Значит, друзья, смотрите, результат по Андрею видно, что это тренировка, которую, кстати, мы сегодня провели за 40 минут, что очень важно, является главной концепцией наших летних тренировок. Сжато, коротко, но максимально эффективно. То есть мы проработали, опять же, все группы мышц, потратили уйму калорий, поберегли свои суставы, так как ничего тяжелого не брали. И хорошенечко вспотели. Андрей больше, я нет, я больше языком работал. Мы уверены, что вам также зайдет и понравится. Сразу понравится этот комплекс. Он будет очень эффективен и девчонкам, и мальчишкам, и старым, и малым, и всем на свете. Поэтому желаю вам хороших результатов. Подписывайтесь на наш канал. Мы для вас готовим еще много чего интересного. Мы были с вами в спортивном клубе Orange, в этом замечательном заведении, которое нам во всем помогает. Андрей для вас старался, показывал, работал. Дмитрий снимал. И я немножко разговаривал. До новых встреч!